Здравствуйте, друзья! Я бы хотел вам показать, как можно создать вот такую форму логина. И интереснейший эффект, который можно наблюдать там в Гуглике и в некоторых других сервисах, как вылетание лейбла за область инпута или инпата, как там хотите, а потом его возвращение. Но при этом есть некоторые нюансы. В принципе, это сделать довольно легко, однако, например, у нас есть такая штучка, как сохранение паролей в браузере. И когда мы сохраняем пароль, соответственно, заходим опять на эту же страничку логина, у нас здесь уже есть подставленные данные. И в этом и заключается трудность создания данной формы, потому что, в принципе, довольно критичные знания по CSS, я бы сказал, нужны. Поэтому именно я и записываю данное видео. Процесс, так скажем, обучения будет происходить таким образом. У меня уже есть, как видите, уже это готовая форма со всеми штучками. Тут даже можно делать вот так, папам. И даже можно входить, и даже он умеет запоминать пароли. Видите, специально сделал, чтобы затем вам показать, как именно будет это выглядеть, когда уже тут есть какие-то данные. И теперь процесс обучения, собственно, да, уже есть. И теперь вот в этой вот папочке ничего нет, как видите. То есть все буду создавать с нуля, копировать, чтобы быстрее было это все. Весь процесс, соответственно, поясняя, что я копирую, зачем и для чего это нужно. Так. Что ж такое-то? Копировать. Вставить. Значит, это уже файлы готовые проекта. Здесь еще ничего нет. Поэтому начинаем с начала. Для того, чтобы, в принципе, довольно легко запустить сервер, я использую npm и, соответственно, Node.js. То есть у вас уже должен быть установлен Node.js. В принципе, вы можете обойтись и без него, но картиночки, там вот это вот все, оно будет подтягиваться неизвестно как, поэтому лучше, в принципе, чтобы у вас был установлен именно HTTP сервер. Я рекомендую, потому что я им сам пользуюсь. Не знаю, насколько он хорош, у меня не очень большой опыт взаимодействия с Node.js. Итак, в принципе, смотрите, каким образом мы делаем. Это я закрываю. Хотя нет, подожди. Это я не закрываю. Ctrl-Shift-T. И CD чуть-чуть повыше. Передвинемся в каталог. И теперь CD тест. Нет, вот так. Тест. Да. Перешли в каталог. Хотя можно было вот так открыть терминал. Но если у вас винда, то не судьба, извините. Далее, что мы делаем? Устанавливаем... Нет, сначала мы инициируем npm init -y. Вот таким вот образом мы пишем. И нажимаем, соответственно, Enter. Это мы просто синициировали npm. Теперь npm install http-сервер. Откуда я знаю эту команду? Вот отсюда. Install. Здесь единственное я без глобала, потому что долго рассказывать, в общем. Ух ты, он так быстро восстановился, капец. Теперь смотрим сюда. Чтобы запустить его, нам необходимо написать вот такую вот команду. Даже можно без паза и опшенов. Потому что если вы напишите просто эту команду, значит он запустит сервер в текущей директории, то есть папке. Нажимаем.
проверяем, нажимая Ctrl, нажимаем правой кнопкой мыши, левой, то есть, ну, как обычно вы нажимаете куда-нибудь. И пока здесь ничего нет, и поэтому он просматривает директории. Давайте же создадим наш первый файлик. Так как я нахожусь в PHP шторме, как бы можно не обращать внимания на то, что PHP именно. Заходим вот сюда и нажимаем New. Ну, допустим, у меня New, а у вас там как-нибудь по-другому может быть индекс. Ну, .html не надо писать, просто индекс. И как видим, он нам создал вот такую вот интереснейшую штучку. То есть, как бы, болваночку. Однако, я сразу ее скопирую отсюда, потому что здесь некоторые нюансы есть. Значит, что там я с хедом скопировал? Да. Я скопирую чуть-чуть ниже, чтобы показать вам отличия, какие есть в как бы стандартном варианте и какие сделал я. Смотрите, во-первых, можно не кавычить теги, если их, ну как бы, если получается в этом теге только один параметр, вот так скажем. То есть можно вот так взять, убрать, и все будет так же выполняться хорошо, как и раньше. Далее, смотрите, здесь получается нет, ну как бы в болванке в этой по умолчанию нет viewport, в общем, это метатег, который отвечает за то, чтобы страница как бы уменьшалась для мобильных, то есть соответствовала размеру мобильного. Ну и вот этот тег, он как бы уже, наверное, вообще не нужен никому. Но на всякий случай пусть будет. Итак, теперь я удаляю старые данные, и у нас получается все работает, выполняется. Также, если вы видите, я подключил здесь стили, соответственно, нужно создать не в этой папочке, спасибо, благодарю. Соответственно, нужно создать директории. Директории можно создавать через /sys kss.kss. Ну, если вы не понимаете, то это название директории, это название файла, это расширение файла. Yes, create file. И вот, наконец-то, мы создали первый наш файл стилей. Давайте проверим, работает ли он. Напишем просто body, background color. Сейчас я увеличу, чтобы вам было виднее. Допустим, такой. Тенденс. Что тут пишут? Отлично, файлик работает. Значит, открываем сразу инструмент разработчика. Создателя, я бы сказал, создателя. Смотрим на вкладочку Network, тут все работает, стили подключаются, как видите. В консоли, конечно же, нет никаких ошибок, потому что здесь нет еще никаких JavaScript'ов. Ну и в принципе, можно это пока удалить. И значит, сейчас мы подключим гугловский шрифт. Как же без них? Ну, можно, в принципе, вот эту страничку нагуглить Google Fonts. Если вы вдруг забыли. Короче, неважно. Forms, Аллилуйя. И вы попадаете вот на эту страничку. Здесь вам предлагается миллиард шрифтов всяких. Ну, Рабто это, наверное, самый популярный. Он также имеет кириллические, так называемые русские, в общем, символы. Не люблю это слово кириллические. И нажимаем на любой вам понравившийся, например, на такой син. Далее выбираем вот это. Если мы хотим записать как бы данные импорта в файл стилей, нажимаем так и так. И по идее, что ты там мне подсвечиваешь? URL is not registered. Ну ладно. По идее, теперь как бы файл стилей подтянет шрифты. Значит, посмотрим в уже готовый вариант. И как бы в готовом варианте, как видите, сейчас, где он тут? Вот, все работает. Смотрим. Исходный как бы код. Сейчас чуть-чуть помощнее сделаю, чтобы, может быть, вам было видно на... То есть, если я сейчас выключу вот этот стиль, как видите, шрифт по умолчанию идет. И сайт, конечно, выглядит немного ужаснее, чем как бы мы привыкли. Так, обновим. Как видите, все у нас отлично отображается. И дальше мы будем понемножку копировать и вставлять. Конечно же,
первым делом скопернем вот эти данные, но текст array здесь на этой страничке не встречается, но это так чисто ради того, чтобы она просто была. Значит, посмотрим, смогли ли мы добиться нужного результата. Elements, body, и да, аллилуйично, все работает. И теперь посмотрим network. Как видите, еще начал подгружаться POH3 файл стилей гугловский. Соответственно, туда улетают наши кукисы, поэтому будьте осторожненьки. Так. Значит, такие небольшие пояснения. Я вообще привык в своей деятельности использовать для себя, ну, для тех, как бы, сайтов, которые очень простые и надо быстро срастать, ну, такие небольшие заготовочки, которые можно быстро скопировать из проекта в проект, к которым я уже привык. Это чем-то напоминает современный Bootstrap, но, если честно, я не обращал внимания на то, как сейчас там все это устроено, и как-то до меня до самого дошло. Не то чтобы я такой оригинальный, гениальный, просто... Ну, мне так легче, по крайней мере, не писать вот эти вот сам display, блок, ну, вот типа такого что-то только здесь. Для меня легче запомнить вот эти вот сокращения, которые я для себя отметил, и, соответственно, да, вот это вот нам не надо, потому что здесь Q не встречается. И, соответственно, как бы облегчить, во-первых, смотрите, таким образом мы облегчаем саму HTML-страничку, то есть вместо того, чтобы здесь писать flex, display, flex там или какие-нибудь еще такие замороченные конструкции, я, допустим, завалю fx, это для меня flex, то есть display flex. AC, смотрите, AC, это linked items, центр. То есть, чтобы расположить элемент по центру, я использую всего лишь 3 вот этих маленьких таких классика. FDC для меня, это, кстати, в PHP шторме можно нажать сюда, и мы перейдем сюда. Круто. Далее, соответственно, проехали пару стилей, я думаю, вы разобрались. Кстати, в Tailwind, когда я его немножко изучал, увидел вот такие вот штуки. Я вообще не знал даже, что можно уже использовать точки, там всякие спецсимволы. Круто. Фух, ну, думаю, смотрите, здесь как бы вот я стили сильно объяснять не буду, вот эти вот, потому что если вы не знаете, что такое флекс, ну, извините, ютубьте. Что тут еще вам можно объяснить? Зачем я это сюда расположил? Рефакторинг. Соответственно, нам надо теперь это перенести вот сюда вот. Но почему я это сделал, я думаю, вы понимаете, потому что я неправильно сделал. Ну, как видите, ошибки бывают, и бывают у всех, поэтому я же не идеальный программист, блять. Body, оказывается, я body еще не использовал. Далее, что важно. Важно понимать, что как бы современные стили, ну, так называемые CSS, они, короче, достаточно мощные, и можно обойтись без JavaScript в очень многих ситуациях, когда раньше он был очень нужен. Например, я заполню какими-то своими там данными 1, 2, 3, неважно, в принципе, это же сейчас ничего не значит. Сохраню этот пароль. И смотрите, я сейчас, допустим, возвращаюсь назад, соответственно, у меня никакой тут логики бэкэнда нет, и поэтому, ну, я попадаю снова на страницу авторизации, потому что она просто HTML-файл без всякого бэкэнда. Соответственно, ну, вот эта вот кнопочка, она сделана просто ради того, чтобы я мог сохранить пароль, поэтому я могу обновить страничку, и, как видите, сейчас вот это вот background color здесь установлен как сказать, немножко такой синенький. Это значит, что вот эти вот данные браузером сейчас, в данный момент времени, вот после загрузки странички, они подставлены автоматически. То есть я нажал здесь кнопочку «Сохранить пароль», и, соответственно, при заходе, опять же, на эту страничку,
браузер подставляет автоматом свои данные. Ну, те, которые, естественно, у него хранятся в базе для этого сайта и так далее. Там, наверное, больше логики, чем я описал, но, в принципе, я думаю, понятно. Как видите, если я клацаю где-то в другом месте, то шрифт изменился, ну, размер шрифта. Значит, смотрите, и получается, что вот это вот лейбла у нас, сейчас я покажу. Вот она, видите, как бы сейчас к ней применен вот такой вот стиль, то есть топ-3, left 0, font size 0.8 rem, но, как видите, здесь идет достаточно замороченный селектор стилей, то есть выборка стилей именно достаточно замороченная. Почему? Потому что именно когда вы просто, допустим, сделаете... Сейчас покажу. Просто сделаете, например, вот так вот, допустим, фокус там... фокус вот и лейбл, допустим, первый вариант без вот этого. То тогда вот сейчас я закомментирую это. Нет, сначала надо перенести. Все. Хотя же я могу здесь закомментировать, правильно? Так, что ты тут... да, еще надо убрать запятую. И получается, я сейчас нажимаю, и как видите, идет вот такая вот, ну, как бы сказать, неудобная ситуация. Почему? Потому что без первого клика, как бы, лейбл, он остается над логином нашим. И если у вас, допустим, вот именно такой вариант, то почему-то именно при клике, ну, начинаются какие-то уже обработчики внутри там браузера, и он подставляет нужный размер шрифта и убирает как бы лейблу, которая, по идее, ну, должна быть и так убрана. Но из-за того, что так происходит, приходится как-то выкручиваться и писать вот такие вот штуки, которых я даже, наверное, нагуглить не смогу, хотя, может, и смогу. Ну, что там пишут? Ух ты, видите, даже на Mozilla нет этого, поэтому, наверное, это достаточно... нет, autofill. Интересно. Ладно, сейчас посмотрим. Ну и как бы я тут немножко завис на этой страничке, чтобы не тратить ваше время. Я протестил как бы вот эти вот селекторы autofill. Ну, autofill label. Ну, вроде бы я правильно сделал, да? И, короче, они не работают. Ну, точнее, они, может быть, и работают, но... То есть теперь вообще ничего не работает. Как видите, вот я нажимаю, по идее, он должен хотя бы при нажатии улететь вверх, а он не улетает. Да уж, ну, в общем-то, внутри браузера, ну, как бы Opera аж на движке Chromium, поэтому внутри браузера каким-то чудесным образом лейбл. Вот здесь. То есть, когда мы наводим на InPad, можно увидеть вот такой селектор интересный, который, наверное, ну, нагуглить, вот как видите, у меня с первого раза, по крайней мере, не получилось. И магия как раз в нем и состоит, что теперь у нас появилась возможность определить, подставил ли браузер какие-то свои значения, которые у него сохранены, например, логин, пароль, да, либо же их нет. И как видите, сейчас, на данный момент, именно все работает с этим селектором, хотя я не знаю, насколько версий назад он появился, поэтому проверьте, если что, если у вас там какой-то серьезный проект. Ну что ж, приступим к самому кодингу, потому что как-то начало затянулось, да? Что делать? Вот подскажите мне, скопировать, а потом объяснять, или копировать постепенно, потом объяснять. Короче, давайте так. Вручную писать что-то так лень все. В общем, давайте я вот так сделаю. Буду копировать постепенно, объяснять, что вообще происходит. Значит, body. Ну, первое main, потом section. В принципе, в этих двух тегах обязательно присутствие заголовка от h1 до h6. Поэтому
чуть-чуть ниже он у нас будет. Значит, что у нас здесь есть? Смотрите, получается, почему здесь span? Потому что span, он немного легковеснее div, то есть к нему не применяются определенные стили, соответственно, браузеру и его легче отобразить, чем div, но там какие-то на миллионные, может быть, доли секунды, но, тем не менее, плюс ко всему, можно немножко сократить расход оперативы. Далее здесь, как видите, идет image. Кстати, здесь тоже можно не кавычить теги. Если вы, допустим, взаимодействовали когда-нибудь с npm run build какого-нибудь проекта, который вы билдите, то там можно в том числе найти вот такие же штуки в плане без кавычек. Также есть alt, как видите, без равно и кавычек. И опять же здесь все остальное тоже без кавычек. Так, ну, в принципе, смотрите, получается, мы флексим, выравниваем по центру и flex direction column делаем margin y, то есть сверху и снизу, чтобы был отступ 1 rem, ну и как бы задаем класс form, чтобы, возможно, там в дальнейшем применить какие-то специфические символы, стили для этого, простите. Теперь копируем вот этот текстик и поясняем его. Тыдынь. Значит, это все внутри дива, да, это уже отступ, правильно. В общем-то, flex, опять же, у нас центруется, опять же, у нас отступ, ну, в принципе, я сделал здесь более-менее стандартный, тут кроме этого, в принципе, больше ничего не требуется, но единственное, что сделал margin bottom 2 rem получается, потому что когда мы нажимаем сюда, или же когда ввели какие-то данные правильные, то вот эта вот штучка label, она слишком близко к тексту, поэтому пришлось сделать 2 рема. И здесь, короче, такая штучка подключается SVG. SVG подключается, ну, возможно, не совсем стандартным способом. Это не просто один файл для подключения его в каком-то одном месте. То есть, как видите, здесь идет именно с помощью тега также use. Теперь, возможно, ну, лучше всего будет создать эти картинки, чтобы в дальнейшем мы их увидели. Image. И я возьму их, доскопирую лого и это сюда, в общем. Ну, с того, что мы видим готовый результат, в то, что мы делаем сейчас с вами. Что тут еще? Страница ок. Ну, в принципе, она сейчас уже не нужна. Так, далее. Далее у нас идет сама формочка. Ну, формочка, в принципе, тоже как бы интересная. Может быть и нет. В зависимости от уровня ваших знаний, конечно же. Так, получается, у нас есть формочка. По V3C проверочке, вот это вот, обязательно надо здесь, кстати, все проверять, если вы там, конечно же, не пишете на каких-нибудь Vue, ангулярах и там остальных фреймворках JS-овских. Значит, вот эта решеточка нужна обязательно, потому что пустое значение не должно быть. Дальше класс PR, это position relative, my опять мы делаем отступы, здесь идет input. Input, опять же, немножко, наверное, хитренький, потому что здесь идет pattern. Кстати, здесь 2 пробела почему-то. Значит, во-первых, он required, то есть обязательный. У него name, логин, для того, чтобы в принципе, для того, чтобы мы могли вот таким вот образом, сейчас, класснув сюда 2 раза вот так. Сейчас я удалю пароли тут. Аллилуйя. И класснув сюда 2 раз, мы могли выбрать какую-то из почт. Или же из логинов, да, потому что у нас логин в некоторых местах может быть почта, а в некоторых местах может быть просто какое-нибудь слово. Здесь также идет паттерн. Для чего это? Для того, чтобы... Смотрите, получается, когда я пишу что-то, все загорается красненьким. Теперь я пишу r, допустим, там com. И он загорелся зелененьким. Если я здесь даже напишу вот так 6 какой-нибудь, потому что, ну, соответственно, такой доменной зоны не может быть, поэтому загорается красненьким и теперь опять зелененьким. То есть пользователю, ну, наверное, более приятно и понятно, когда
когда он визуально видит, как бы вот, если сейчас красненький, он такого, блин, в чем же ошибка, не пойму. Потом он вводит дальше, пытается там что-то, и опа, зелененький. Это, конечно, можно убрать, потому что не всегда это может пользователь правильно интерпретировать, потому что, смотрите, допустим, если я ввожу, например, просто первые символы, он загорается все равно красным, и ты думаешь, блин, значит, я что-то не то ввожу. Ну, в общем, здесь уже психология. А у нас пока что очень простая тема. Это вот формочка и лейбл анимированный. Фух, дальше. У нас как бы сам лейбл. Как видите, он идет под инпутом, как там он называется. Да, кстати, здесь type обязательно email и обязательно айдишник для того, чтобы мы могли вот здесь в форе прописать, для какого он именно поля. И здесь опять же идет встраивание SVG для того, чтобы вы могли, ну, вернее, пользователь мог увидеть вот эту вот картиночку пользователя. Так, ну здесь в принципе все повторяется, за исключением того, что max length, min length там разные, и type здесь password. И также здесь выключен автокомплит, чтобы когда, допустим, пользователь с мобилы вводит пароль, он мог исключить возможность добавления телефоном каких-то слов уже готовых. То есть ты вводишь тупо там, допустим, ири, и он подставляет на, а тебе надо ири ша, например, написать. Ну, такого плана. Значит, опять же, лейбл внизу находится и кнопочка для того, чтобы мы могли клацать, пароль увидеть. Вот это вот она. Версточка здесь таким образом идет, что здесь мы div, который оберточный, и еще один div создаем, который, в принципе, здесь можно... Нет, да? Не знаю. Можно здесь span, ну ладно. Флексим. Что у нас? Какая тыть? Я не понял, чего это его нет. Но здесь-то еще ничего нет, поэтому его нет. Флекс. Чего это? Где он? Тынь. Вот, Alling Items, Flex Start. То есть это Alling Items, Flex Start. Так, наверное, я скопирую просто все это. Файл стилей, в принципе. И вставлю в этот, чтобы уже все здесь было. Далее формочка. У нас small здесь. Поля отмеченные звездочкой надо заполнить. Button тип submit. Ну, submit, type, какая разница. Здесь также мы можем видеть, что у нас есть титул для того, чтобы пользователь мог понять, что здесь за кнопочка вот это, показать пароль. Ну, я не знаю, надо это объяснять вам или нет. Здесь просто класс для JS. Я обычно, в принципе, делаю вот так, допустим, JS, чтобы понимать, что это именно для JS просто, а не для стилей. Но button primary частично там немножко взята из Bootstrap, хотя здесь он, естественно, не используется. Display block. Min viz 100%. Это у меня. Вот, можно нажать так, допустим, в PHP Storm. И увидеть этот класс. Дальше форм у нас идет. И за формочкой у нас есть еще вот такие вот штучки. Ну, в принципе, здесь закрывающие теги. Теперь он наконец-то не ругается. И надо бы немножко подвинуть, чтобы понять, что у нас body есть основной элемент. Здесь ничего такого, дисплей блок с маргин Y1 RAM, текст центр, копи, это для того, чтобы вот эту штучку перевернуть, то есть не copyright сделать, а copyleft, ну это просто моя заморочка. Здесь зачем эта штучка? Она не нужна, походу, просто скопировал откуда-то. Так, смотрим, что тут у нас вообще. Ну, как видите, все, в принципе, идеально. Теперь поиграем немного с JavaScript. Как видите, если я сейчас нажимаю на эту кнопочку, то
формочка как бы отправится, если я введу какие-нибудь данные. Тыдынь. И, ну, он мне пишет, конечно же, что здесь нужно соответствие паттерну, но все равно как бы формочка перезагружается. Видите, сейчас нет ничего, потому что эта кнопочка, соответственно, является как бы типом submit, ну, то есть отправляющей форму, хотя, по идее, она не должна ее отправлять. Поэтому нам потребуется немножко JavaScript. Так, JavaScript. Ну и вот так я его скопирую, в принципе. Тут его совсем немножко, осталось вам немного потерпеть, и вы будете знать то, что знаю я. Значит, D. Ну, чтобы не писать постоянно документ, пишем D. Это у нас такая вот функция, которая выбирает query selector, то есть один какой-то элемент выбирает, потому что нам здесь не нужно выбирать много элементов, то есть query selector all делать, а один. Ну, соответственно, логин, password, show password, в принципе, здесь, я думаю, по-русски написано. Что мы делаем здесь? Проверяем, если на страничке существует такой элемент, вот этот вот элемент, который мы выбираем с помощью этой функции. Если он существует, тогда мы можем с ним взаимодействовать, то есть получать от него какие-то данные, например, присваивать ему какие-то события. Вот, например, как здесь. Я присваиваю add_lister, это как в jQuery, это он типа, клик. И здесь, ну, можно написать вообще что угодно, хоть банан. Мы предотвращаем стандартное поведение, то есть, как бы нажимая на эту кнопочку, если мы здесь все уберем, просто ничего не будет происходить. И получается здесь мы password тип присваиваем текст или password. То есть, смотрите, чтобы увидеть пароль, ну, допустим, как видите, чтобы увидеть его, нам необходимо поменять вот это вот значение password. Например, я вообще его уберу. И, как видите, он представился в виде текста. Опять эклацию, опять пароль, опять эклацию, опять текст. Вот такие вот дела. Так. Ну, в принципе, JavaScript я объяснил. На этой страничке, на которой мы с вами еще одну как бы создали клон. Теперь тоже можно это сделать. Тынь-тынь. И из-за того, что здесь стоит min_length 5, как видите, когда я 5 ввел символов, он подсветился зелененьким. Так, ну и подходим к самому интересному. Как же, собственно, сделать так, чтобы лейбл вот в этих во всех случаях подставлялся, вернее, вел себя нормально. Как же так сделать? А вот так, смотрите. Во-первых, нужно соблюдать иерархию вот здесь. То есть, ну, как бы не иерархию, а... Короче, input должен быть выше, чем лейбл. Потому что если будет наоборот, то мы не сможем воспользоваться вот этим вот селектором. То есть тут, в принципе, можно поставить либо тильду, либо плюс. И в обоих случаях будет данная штучка выполняться. Скорее всего, Firefox вот это вот вообще работать не будет. Я не проверял, но как бы я им не пользуюсь, и даже открывать я хочу, потому что он... сейчас-то, в принципе, быстро открывается, но раньше это просто жесть. Так. Здесь тоже можно убрать кавычки. Тынь. И здесь тоже можно убрать кавычки. Ура. Чем меньше байт мы перешлем пользователю, тем лучше. И для нас, и для пользователя. Дальше, что мы делаем? Запомните, этот инпат, которому мы хотим добавить вот такую красивенькую штучку, чтобы она улетала туда, должен быть выше лейбла. Дальше в стилях мы пишем вот такую хрень. Тут, конечно, жесть. Значит, смотрите, во-первых, логин, но это не интересно. Лейбл. Собственно, сам лейбл у нас должен позиционирован быть как абсолют. То есть, если этого не будет, соответственно, он не будет летать туда-сюда. Дальше мы ему задаем первоначальное положение, то есть
изначально, допустим, когда здесь ничего нет, он стоит вот так. Вот. Кстати, здесь, как видите, он немножко широковат, и если чуть-чуть тут символов как бы добавить, то он уже будет переноситься на следующую строку. И если у вас так вдруг будет происходить, то уже, ну, как бы надо будет сделать его непереносимым, либо уменьшить здесь информацию, например, так, видите, все плохо. Но так как здесь все хорошо, и в принципе мы можем здесь сделать чуть-чуть больше размер, допустим, там min-vis, ну типа того. Как видите, все чудесно. Тыдынь. Так, лейбл у нас должен быть абсолют. Дальше топ. Ну там уже посмотрите по своему, это зависит от паддинга здесь и вообще как вы хотите его видеть, где именно. Дальше left, ну немножко в left сдвигаем, чтобы, соответственно, он не был слишком влево, потому что тогда картинка будет касаться вот этой вот линии, а это не очень красиво. И, соответственно, мы задаем ему анимацию изменения, то есть когда что-то изменяется, эта анимация происходит. Почему здесь не написать all? All никогда не нужно писать, если вы только не используете какой-нибудь, допустим, один класс для всего, абсолютно. Почему так? Потому что тогда браузер присваивает дохрена информации. В общем, короче, это идет расход оперативы и процессора, поэтому лучше всего прописать те элементы, которые вам нужно анимированы, чтобы были, но вручную, то есть не просто вот так all здесь, например, да, all, и там 0,5 секунд, например, и все, и забыть за это, а именно прописать вручную все, потому что так более производительно, особенно если у вас много анимаций на странице. Дальше input, как хотите. Margin bottom у меня получается 2rem, как видите, top, right, bottom, left. И опять же у нас анимация изменения. Box shadow у нас изменяется с помощью линейного изменения. То есть, вот, допустим, вот так вот. Раз, и все. Не вот так там. Ну, в общем, сейчас, в принципе, покажу. Так, у нас есть input. Как видите, у него здесь есть такая штучка, на которую можно нажать. И вы видите здесь анимацию изменения. То есть, вот так вот. Пиу. Плавненько он изменяется, короче. Если мы как-то там easy in, easy out поставим, да, то, соответственно, оно будет вот так. Тынь. Ну, это вот easy in, там easy out, наверное, что-то такое. В общем, нам нужно сделать максимально производительно, значит, нам нужно писать linear. Там, где это возможно. В других местах там кубик без e можно использовать, ну, как, допустим, здесь сейчас сгенерировать можно, допустим, его, типа того. И у нас стал он кубик без e. Фух, может с e, конечно, но я не проверял. Значит, здесь самое важное. Вот эта штучка говорит нам, что есть какой-то инпат, но если он невалидный, то есть смотрите, зачем здесь сделан placeholder? Чтобы проверять, как бы, ну, внутри там light дома или shadow, не знаю точно, проверять на уровне как бы браузера, не на уровне JS, а на уровне браузера именно, валидные ли данные ввел пользователь. Соответственно, мы используем вот такой селектор. Если эти данные как бы не валидные, то мы задаем цвет, в общем, прозрачный. То есть, смотрите, я ввожу какой-нибудь email, да, и, соответственно, он должен соответствовать определенному формату, который записан вот здесь. Сейчас он не соответствует, соответственно, рамочка здесь красненькая. И если я убираю фокус, то здесь color является transparent. Почему так? Если я не сделаю color transparent, где-нибудь сейчас, вот он, да, то, видите, что получается? Если здесь будет больше данных, все это будет сливаться. Для того сделан color transparent.
Дальше у нас input focus. Ну, я думаю, здесь объяснять не стоит. Это просто когда мы фокус делаем, что у нас происходит. По идее, при правильном вводе данных и фокусе box shadow должен быть вот таким, и все. Дальше здесь, когда мы наводим фокус и данные не верны, опять же, как и здесь, в принципе. Селектор только здесь при фокусе еще. Мы используем box shadow с красным цветом подсветки. Ну, в принципе, здесь все. Опять input focus почему-то. Ну, рефакторинг. Не заметил. Тынь-тынь, тынь, тынь, тынь. Ну, цвет просто черный. Цвет черный, да. Потому что здесь он прозрачный, а здесь должен быть черный, соответственно. И вот мы подбираемся к самому интересному. Получается input valid. То есть, когда данные верны, то есть пользователь только ввел их. И, соответственно, лейбл мы поднимаем выше, left 0 и font size 0.8 rem, чтобы он был не таким крупным. Ну, как видите, вот как сейчас, например, да? То есть это когда пользователь ввел данные, это, например, вот сейчас. Так. И, соответственно, лейбл должен быть вверху. И он не должен падать, как если бы, допустим, данные были неверны, и тут цвет был бы, опять же, цвет, был бы вот таким. Соответственно, мы делаем вот это вот все, чтобы поднять лейбл, когда данные верны. Теперь опять, когда идет фокус, то есть просто, когда нет ничего, я перезагружу, чтобы сбросили стили, которые я здесь писал. Когда нет ничего, мы просто нажимаем, и лейбл поднимается. То есть, опять же, в этом случае, когда ничего нет, данные не верны и пусты, опять мы лейбл должны поднимать. И еще такая штучка. Последний лейбл, последний селектор у нас, выборка, в общем, последняя. Если у пользователя есть уже какие-то данные, которые он сохранял раньше, логин, пароль, например. Например, возьмем опять это сделаем, чтобы пояснить. Сохраним данные, теперь вернемся обратно. И как видите, они есть. И лейблы подпрыгнули. Кстати, здесь почему-то он не окрасился в синий, потому что, наверное, просто я нажал назад. А сейчас, видите, я обновил страничку, и фон такой немного голубой. Вот. Так. Ну и вот эта вот именно штучка позволяет нам выбрать по селектору, как бы по выборке, те поля, которые заполнены браузером автоматически, что, соответственно, соответствует его тексту. Internal, то есть внутренний браузерный, autofill, то есть заполнение автоматическое, selected. Ну, selected это что-то непонятно, конечно, выбрано. Выбрано автоматический внутренний заполнитель, в общем, что-то такое. И всем им мы применяем вот этот стиль. По сути, все. По сути, все. Благодарю за просмотр. Надеюсь, вам понравилось видео. В общем-то, счастливенько, да?